Всем привет, с вами канал Радов Одесса. В этом видео будем собирать стиральную машину обратно до кучи. В прошлых двух видео, в первом видео я ее разбирал, во втором видео я восстанавливал крестовину, вот она. Вот, в этом видео я буду ее собирать полностью обратно до кучи из этого всего. Смотрите, соберем из нее стиральную машину. И параллельно с этим я буду еще объяснять за каждую запчасть, за что она отвечает, и если случилась какая-то поломка, куда вообще смотреть, что искать. Вот. В первую очередь хочу сказать большое спасибо тем, кто уже подписался на мой канал. Уже почти 500 человек у меня. Я очень рад этому. Подписывайтесь и вы. Будет много полезной и интересной информации. Тут чиним, ремонтируем все своими руками, на работе и дома. Жизнь сплошной ремонт — наш девиз. Как помните, в прошлом видео я восстанавливал крестовину. Вот она, целенькая, уже стоит на барабане. Первое, что здесь я сделаю, это вот у меня вот эти все запчасти, они ржавые. То есть и внутри стиральной машины, там вот куча ржавых мест. Вот здесь я все это почищу сейчас, вот тут. И подкрашу белой просто масляной краской, чтобы оно дальше не ржавело. А дальше буду собирать и в процессе рассказывать, какая запчасть за что отвечает и куда смотреть при поломке. Итак, корпус стиральной машины я смотри почистил, прокрасил. Все места попрокрашивал. Вот. Снизу там тоже все прокрасил, где ржавое было. Вот эту вот фигню, где порошок, возле порошка она всегда ржавеет, я прокрасил тоже обычной белой краской. Вот такое вот, что было. Вот. И эту историю тоже внутри прокрасил. Это не для красоты даже. Вот. Это просто для того, чтобы оно не ржавело дальше. Теперь пойдем собирать барабан. Сальник у меня вот новенький. Вот. Сейчас покажу тоже, как его правильно ставить. Из детали это TEN. То есть с ней проблемы какие могут быть? Это, естественно, не греет воду. То есть там тут две причины. Либо панель управления, то есть это нужно проверять питание, когда он должен нагревать. На фишках должно быть питание 220 вольт. Вот. А сам TEN проверить просто на прозвон. Сюда выставляете мультиметр на сопротивление и проверяете вот эти два контакта. И второй может еще пробивать на корпус TEN. На корпус проверяете то же самое. Один щуп сопротивления на сам корпус, один на контакт. И также второй контакт. То есть если не пробивает TEN на корпус, значит рабочий, все нормально. Если питание идет, вернее, вот, а TEN не греет, то, естественно, он сгорел, соответственно. Менять TEN, ну, то же самое. Это откручивается TEN, достается, ставится новый. То есть любой проблемы стиральной машины может быть два варианта. Это либо сама деталь, либо панель управления. То есть проверяйте питание, которое приходит на запчасти. Значит, я все это сейчас вычищу, кромку эту срежу, герметиком все это замажу. Вот, тут тоже почищу, поставлю новый сальник, покажу, как ставить. Там вот смазка, ну, в общем, я еще добавлю. И буду собирать. Вот моя крестовина, которую я восстанавливал, если кому интересно. То есть она была поломана в одной из этих штук, я уже не помню в какой. Там на канале есть ниже видео. Пожалуйста, подписывайтесь, смотрите, много будет интересной, полезной информации, как что дома сделать, восстановить без покупки, без лишних затрат. Что еще хочу по TEN сказать, еще одна может быть проблемка по TEN, это вот этот датчик. То есть это датчик температуры. Это если перегревает сильно там или не догревает, ну в общем, может быть датчик, может тоже быть это самое. Проблема в самом блоке. Вот. Ну, датчик надо посмотреть, как в интернете, смотрите, как его проверять. Вот, проверяйте тоже, то есть кроме TEN. Вот, продолжаем сборку нашу. С крышкой бака я закончил. То есть здесь прошел герметиком по кругу, шланг поклеил. Что могу сказать по баку еще? Если подтекает где-то, ну, бак это очень редко. В основном смотрите по вот этим шлангам. Подачи слива в насос. То есть чаще очень часто вот этого шланга. Она расшатывается здесь и при заливе воды протекает. Не первый раз уже можно. А еще вот эта прокладка тоже, да, она здесь крепится. Вот, тоже может где-то вот здесь протекать по низам. А еще вот здесь дырочки такие. Вот они, если видно. Это, в общем, чтобы на дверцу не выливалось, слив с резинки этой основной обратно в бак. То есть если уже разбираете, то обязательно вот эти отверстия почистите, они всегда забиваются.
Все, баковая, крышка бака пускай сохнет. Теперь займемся самим баком. Вот наш бак. Здесь то же самое, я все вычищу. Подшипники я менять не буду. То есть, если вы, у вас проблема с подшипниками, я в прошлом видео уже говорил, то есть, проверяйте на люфты саму крестовину. То есть, вот этот вал, который вот здесь на крестовине, он должен плотно заходить в подшипники. Если он болтается, даже в новых подшипниках, то уже все, крестовину-то точно надо менять, потому что это уже притирка вала. Ну, то есть стерся сам вал. Я вычистил посадочный подсальник. Вот. И теперь вот у меня смазка есть такая. Это для шурцов автомобильных. Думаю, сюда тоже сойдет. Вот, я ее сейчас надрежу. И на всякий случай вот туда вовнутрь натрамбую. Она смазывала, если что, подшипники, потому что подшипники старые. Просто это вот смазка высокотемпературная. Она как раз рассчитана на такие вещи. Так, вот наш новый сальник. Тут уже внутри смазка есть. Вот. В чем тут фишка? Покажу, видите? Внутри два отделения в сальнике. То есть, как будто емкость для чего-то. То есть, вот эта емкость, она для смазки. Она обязательно должна там быть. То есть, иначе вал будет перегреваться и сальник очень быстро накроется. То есть, там есть родная эта смазка. Я сейчас добавлю еще своей. Ну и вставлю его туда. Можно забивать его. Вот так вот просто вставляется он. Я не знаю, даже может забивать не придется. Он и так станет. Даже забивать не пришлось. Он себе спокойно вставляется руками. Все, сальник на месте. Теперь будем вставлять барабан. Устанавливаем. Да. О, все, замечательно, сел барабанчик. Вот, сейчас крутанем. Замечательно, люфтов нет, все замечательно. Думаю, будет работать как часик. Теперь осталось только закрутить шкив, вот, и можно будет собирать барабан. В первую очередь устанавливаем насос на место. То есть его надо почистить, тоже всю гадость оттуда повыбирать. Насос отвечает за выкачку воды. То есть если вода не выкачивается, опять же, проверяйте подачу тока на насос. Если подача есть, значит проблема в самом насосе. И второй вариант, в первую очередь, что надо сделать, если плохо выкачивает воду, это вот фильтр вот этот. Он отсюда вот так вот выкручивается. Вот, и достается. То есть вот здесь вот скапливается всякая гадость, там копеечки, монетки, все, что проходит вот между барабаном и резинкой, вот сюда проваливается и здесь застряет. Из-за этого бывает вода не сливается. По насосу что еще хотел сказать. Тут вот такая вот шлангочка, в нее вставляется вот такая вот пимочка. Это экстренный слив. То есть если у вас машина стала, его вынимаете и сливаете воду куда-нибудь там. Тут в первую очередь устанавливаем двигатель. Вот. Он просто одевается и тут на один болтик так вот устанавливается. По двигателю что могу сказать? Это либо он сам сгорел, машина вообще не работает, либо опять же питание. Еще могут быть щетки. То есть все нужно разбирать, проверять, смотреть. То есть, основная проблема двигателя, это, конечно, машина просто не крутит. То есть, опять же, надо отдельно двигатель проверять. Тут надо смотреть в интернете с разными скоростями, много контактов. Надо смотреть конкретно ваш, как его проверять. Так, двигатель я повесил. Вот, все как бы крутится. То есть ремень ставится по старым местам. Там увидите черные такие меточки, и здесь на шкиве они тоже есть. То есть поставьте просто на то же место, как он был, и все. Вот. Дальше сейчас я навешу амортизаторы. Они должны плотно вот выходить вот так. Единственное, что я здесь сделаю, это сейчас смажу их солидолом, чтобы они более плотнее ходили. И все. То есть состоят они вот из такой фигни.
Можно их восстанавливать. Вот. Тут внутрь ставятся новые прокладки или вырезаются из резины какие-то. Набивается так же само солидол. В общем, если он так плотненько вытаскивается, не болтается, то с амортизатором все нормально. Так, движок я повесил, амортизаторы тоже. Сейчас переверну, повешу пружины, подвешу. Барабан повесили, бак, вернее, повесили. Вот, насос я подключил, на место почистил, фильтр почистил. Осталось только электрику здесь поставить и грузики. Ну, грузики, естественно, знаете, для чего нужны, для баланса. Вот, электрику, я же говорю, фоткайте, ставьте на место. Ну, там не перепутаешь, фишки все разные. Вот, сейчас мы ее положим на бок, машину. Прикрутим амортизаторы и подключим все снизу. Все по низу собрано. То есть движок, еще раз, отвечает за кручение, естественно. То есть поломка может быть самого движка, может быть не быть подачи с программы, может быть щетки. Вот. Либо там порыв ремня, разрыв не ремня, либо подшипник уже самого вала. Вот. Насос отвечает за выкачку, то есть воды. Это если плохо выкачивается, в первую очередь чистим фильтр вот здесь вот. Вот. Смотрим 220 вольт. Есть или нету. Ну, естественно, сам насос тоже может поломаться. Вот, тен, то же самое, пробивка на корпус, ну и может сгореть сам тен. Вот. Плюс датчик температуры еще нужно проверять, чтобы он был рабочий. То есть, в принципе, по низу все. Ну и если потекло что-то где-то, я же говорю, бак течет очень редко, поэтому проверяйте шланги все. В основном текут шланги. Сейчас соберу верх, вот, повешу грузики и, в принципе, машина будет собрана. Последние детали, которые есть здесь, это вот либо датчик уровня воды, то есть он отвечает за набор воды, за количество. То есть если мало добирает или много добирает, бывает еще в некоторых моделях он регулирует первую подачу воды, то есть неправильно подает, тоже бывает глюк. Тоже надо проверять, дуете сюда, если щелкает, значит нормально. Это такие. Есть еще электронные. Вот, в общем, смотрите в интернете, как проверять. Но если с уровнем воды какие-то проблемы, то это вот хреновина. Вот, она подключается вот сюда. То есть в зависимости от уровня воды давление в шланге возрастает и, соответственно, он перекрывает воду в программе. Это первая деталь. Вторая деталь — это, собственно, клапана забора воды. Их два. Один на основную подачу, второй на кондиционер. Бывает на 3. Вот. То же самое. Проверяется на 220 вольт здесь и здесь. Вот. Ну и питание проверяете так же самое. Также тут еще есть фильтр вот сзади. Вот он. Вот такой вот фильтр. Вот. То есть бывает, что он забивается. Такая вот лапка есть. За нее пинцетом или плоскогубцами вытаскиваете, чистите. Ну, это где нет входных фильтров, там как бы то бывает часто, что такая фигня случается, что он забивается. Это вторая деталь, которая должна быть. Последняя еще деталь, вот эта вот штука за дверцей сбоку, это сигнализатор о том, что дверь закрыта. Без нее машина вообще не включится. То есть если у вас выбрасывает замочек, вот, то, ну, там, или ошибку по закрыванию, то это вот эта хреновина, ну, либо, конечно же, плата тоже. Все, теперь осталось все это до кучи собрать. Проводочек вот он идет на дверцу. Вот, все это собрать, одеть на место кольцо,
И можно будет пробовать запускать ее. Подключил. Поехали. Водичка нам пошла. Так, ну воду оно набрало. Сейчас посмотрим, как будет отжимать, когда будет крутить. Я же делал крестовину, восстанавливал. Мне нужно знать, будет ли она крутить нормально. Сейчас включу, когда начнет отжимать. Работает все нормально. В принципе, как и работало. Ни биения, ничего. Можно восстановить крестовину, можно все сделать. Не забывайте подписываться на канал. Будет много подобных интересных вещей, как восстановить что-то. Здесь, смотрите, я сэкономил как минимум 1500-2000 гривен на крестовину. Это если самому менять, а если вызывать мастера, то это очень дорого как бы. Поэтому я думаю, что в основном люди покупают просто тупо стиральную машину. Вот, то есть по итогу я сэкономил 5-6 гривен на покупку новой машины. Барабан, как видите, без биения, без ничего, превосходно работает. Вот. Так что вот так вот. Всем спасибо за просмотр.